Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монеты. В сегодняшнем обзоре, друзья, я покажу вам 5 монет СССР, которые очень сильно пользуются спросом у коллекционеров-нумизматов. Среди советских монет немало ценных годов и разновидностей. Досмотрев этот обзор до конца, друзья, вы будете уже понимать, на что следует обращать внимание. А я вам постараюсь подсказать, сколько эта монета стоит и почему. Ну, давайте поподробнее. За долгую советскую чеканку разменных монет для обращения регулярного чекана на деле встречается немало ценных и дорогих экземпляров, которые покупают коллекционеры-нумизматы, собирают их и тоже ищут. А что же искать? Какие монеты представляют интерес? Некоторые монеты СССР редкие, и не факт, что их можно сразу найти в копилке, но шанс всегда сохраняется. Поэтому нужно знать, как они выглядят и сколько стоят сегодня. Открывает наш обзор монета номиналом 3 копейки 1952 года. Посмотрите внимательно, что может быть тут особенного в этой монете. Действительно ничего. Регулярный чекан – обычное состояние, тип рядовой. Такая монета не представляет ценности, если только она не вот такая. Заметили разницу между двумя трешками 1952? Нет? Тогда давайте расскажу вам, в чем отличие. Акцент нужно сделать на аверсе, а точнее на звезде над земным шаром. В первом случае звезда граненая, а вот во втором плоская. Более того, ленты, связывающие колосья, также плоские. О чем нам это говорит? Перед нами монета перепутка. По аверсу использовался штемпель аверса от 20-копеечника образца 1950. Это значит, что 20 копеек и 3 копейки совпадают по размеру, и при производстве могли чеканить трешки штемпелем аверса 20 копеек. На первый взгляд разницы никакой. Но, как обычно, внимательные коллекционеры замечают отличия по звезде и лентам. В итоге, если первых монет может быть в копилке около 1000 штук, то вторая монета хорошо, если выпадет одна. Вот и следует задуматься, монета редкая и ценная, и сколько же она стоит сегодня, в 2022 году. Друзья, перед вами скриншот. Обратите внимание, это была продажа 3 копеек 1952 года с редким аверсом на аукционе. Монета продана за 55 тысяч рублей. Вот и подумайте, следует ли искать. Перед вами рядовая советская монета 20 копеек 1986 года. Сколько таких экземпляров было отчеканено? Миллионы штук. Ничего ценного в этой монете нет, если только она не отличается цветом. Многие зададутся вопросом, что это? Почему 20 копеек какие-то не такие? Ответ на самом деле очень прост и лежит на поверхности, как и в первом случае. Это ошибки на монетном дворе, которые случаются и у 20 копеек. Так уж сложилось, эти ошибки связаны с монетой номиналом 3 копейки. Помните, что 20 копеек чеканились из медно-никелевого сплава белого цвета, а 3 копейки из латуни, желтый оттенок цвета. Вот и получилось, что заготовки от 3 копеек попали под чеканку 20 копеек. В итоге вышла такая уникальная монета на свет. Она действительно встречается очень редко, и она довольно редкая. На открытом аукционе такая монета была продана за 68 тысяч рублей, что довольно много для такой ценной перепутки. Но состояние и спрос в данном случае сыграло положительную роль в оценке монеты. На ваших экранах снова 3 копейки. Многие скажут, сколько можно показывать трешки. Друзья, только теперь это 1934 год, СССР. Думаете, нужно смотреть на звезду, опять плоская или граненая? Нет, все немного сложнее в этот раз. Сначала мы с вами видим простую рядовую монету. А теперь редкая советская монета 3-копеечного номинала.
Наверное, сразу же бросается в глаза, что аверс у монеты отличается. В первом случае у нас есть буквы СССР, а во втором случае букв нет. Стоит черта. Почему? Да все по известной и привычной причине. Опять перепутали штемпель аверса от 20 копеек 1930-х. На крупном номинале стоит черта вместо букв, а на мелком были буквы. И это отличие очень сильно сказалось на цене. И довольно хорошо. Монету купили за 59 тысяч рублей. Это невероятно красивая монета 20 копеек 1931 года. В штемпельном блеске такой экземпляр представляет ценность, но не такую, как если бы монета 1931 года была изготовлена старым штемпелем. Многие из вас, конечно же, слышали, что с 1931 года страна Советов перешла на чеканку мельхиоровых монет вместо серебряных. Уважаемые зрители, до этого с 1924 по 1931 включительно советские монеты номиналом 20 копеек чеканились строго из серебра 500 пробы. Более того, с прошлым аверсом РСФСР такие монеты выпускались с 1921. Такой драгоценный металл, как серебро, стране нужно для промышленности. А монеты можно чеканить из меди и никеля, что по цвету не дает никаких отличий, а экономит металл в стране. В итоге так и сделали. С 1931 года часть старых монет, особенно 20 копеек, все же успели изготовить, и в этом случае эта небольшая партия пошла в оборот. Известно, что часть тиража могли и уничтожить, но, скорее всего, монет просто очень мало сохранилось до наших дней. Часть переплавляли прямо в то время для оплаты товаров в торгсине. 500-я проба вполне хорошо отделяется от меди и превращается в лом серебра. Такое раньше практиковали. В итоге за удивительную и редкую монету 1931 года, которая может быть с молотобойцем, а может быть и старого типа из серебра, коллекционеры-нумизматы готовы платить по 150 тысяч рублей в среднем. Данный экземпляр был продан на аукционе за 156 тысяч рублей. И снова серебряный 20 копеек. Только теперь 1925 года. Это второй год чеканки подобных монет. Что с ними было не так, спросит каждый зритель. Опять не тот год или аверс. На самом деле есть отличия по штемпелю. Снова в дело вступают 3 копейки. Перед вами две монеты 1925. Серебро 500 проб. В чем же отличие? Смотрим на аверс, где видим разные буквы СССР. Их отличие в том, что у рядовой монеты они вытянутые, а у редкой округлые. Последние чеканили на 3 копеечниках, как и на других мелких номиналах. Небольшая деталь говорит нам о том, что использовался другой инструмент, а вместе с тем редкость монеты выше, и притом значительно выше, чем у другой монеты. Поэтому коллекционеры их покупают и платят большие деньги. На аукционе эта монета 20 копеек 1925 года была продана за 49 тысяч рублей. Друзья, вы посмотрели подборку из 5 монет СССР, которые можно найти в старых копилках, но это будет непросто. Как видите, цена монет высока, а значит, не только мы с вами их ищем, но проверяй уже сейчас. Если вы найдете такие монеты, то теперь знаете, сколько стоят такие советские монеты в 2022 году. Информация взята с Яндекс.Канала Ken Channel TV. Друзья, это очень интересный и познавательный канал. Советую вам посетить его. Ссылку на канал я поставлю под этим видео в описании. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все монеты. Всего доброго, друзья.